Баревдзе, Синчках, Пер. Привет, это Артур из Зеленых. К интересным зеленым новостям этой недели. В Западной Сибири есть такая река Томь. Река Томь – второй по значимости приток Оби и самый первый по размеру водоем на Кузбассе. Зона, по которой река протекает, одна из первых сибирских земель, заселенных русскими людьми. Фотографии реки Томь вы можете видеть на экране. Не правда ли красота? Только вот эта красота очень быстро разрушается человеком. На этой неделе рыбаки стали свидетелями сброса зловонных стоков в Томь под Новокузнецком. Очевидцы сняли на видео момент загрязнения реки. В субботу, 4 сентября, ловил рыбу между Славиной и Терехино. По реке стояла невыносимая вонь. Подъехав к источнику запаха, сняли данное видео. Помогите разобраться, кто так безнаказанно загрязняет реку, сообщают жители. Автор сообщает, что нечистоты поступали в воду из 3 труб, расположенных под водой. При этом вокруг стоял невыносимый запах фекалий. Кстати, река Томь входит в топ-10 загрязненных рек России. Массовое вымирание рыб, горы мусора на берегах, нефтяные пятна и дурной запах от воды. Все это современные черты реки Томь. Достаточно сказать, что после городов Кемерово и Новокузнецк в Томь приплывает вся таблица Менделеева. Есть такая прекрасная белгородская компания ООО «Желдортехника». И решила компания, что пора бы ей взять и устроить свалку в Подмосковье. Компания принимала загрязненные грунты и строительные отходы, вывозила их в Люберцы и размещала на открытом грунте. Ни один из участков не предназначен для размещения отходов, а часть одного из них приходится на водоохранную зону реки Чернавка. В результате расследования выяснилось, что всего нарушители незаконно складировали отходы на общей площади более 38 тысяч квадратных метров. Всего было размещено свыше 95 тысяч кубометров мусора. За это нарушение белгородская компания была оштрафована на 220 тысяч рублей. В ходе расследования был рассчитан ущерб, нанесенный водным объектам. Он составил почти 40 миллионов рублей. Специалисты Минэкологии Московской области подали иск в арбитражный суд Белгородской области, который вынес решение в пользу подмосковного ведомства. Так что пора платить. В Красноярском крае фраза «купайтесь в золоте» приобрела особый смысл. Там река стала золотого цвета. Местные жители говорят, что вода приобрела нехарактерный оттенок из-за старателей, которые работают на реке Кувай, впадающей в Ману. Жители сообщают, что такое здесь происходит по несколько раз в год, но чтобы так сильно – впервые. Сколько здесь живу, вижу такое впервые. Просто жутко мутное. Кто-то в баню воду берет, еще как-то. Я думаю, мало хорошего в этом. Экология, конечно, страдает, рассказывает Наталья Григорьева, жительница поселка Большой Унгут. Так в поселке Колбинском густые потоки грязи текут через Ману прямо в Енисей. Местные бьют тревогу. Подобная ситуация уже была раньше, и рыба пропадала на 2 года. Как утверждают экологи, после нынешнего загрязнения в реке может погибнуть вся рыба. Гибель рыбы для местных рыбаков равна гибели урожая. Попросту нечего будет есть. По данным прокуратуры, виноваты золотодобытчики. Однажды их уже оштрафовали на 150 тысяч и подали в суд на взыскание более 800 тысяч рублей за ущерб, причиненный рекам. К проверке привлекли специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора и Министерства экологии и рационального природопользования края. В этот раз компанию обязали в срочном порядке устранить протечку. Взяты пробы воды, и теперь им грозит наказание вплоть до лишения лицензии. Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин рассказал о тотальном нарушении экологического законодательства и варварском отношении к природе во времена СССР, о своем родном городе, где из-за эконарушений значительно сокращалась продолжительность и качество жизни местного населения. «Зеленые» требуют от КПРФ направлять как минимум половину средств, ежегодно получаемых коммунистами из российского бюджета, на устранение негативных экологических последствий решений советского периода.
Я тоже считаю, что коммунисты должны расплатиться за причиненный ущерб природе, и я вышел с одиночным пикетом к офису КПРФ. Видео с моим заявлением вы сможете увидеть на экране прямо сейчас. Я родился в 1994 году. Я постсоветский человек. И в выступлениях коммунистов я часто слышу о том, что нам нужно вернуться в советские времена. Но я этого не хочу, потому что все проблемы в современной экологии именно от советского прошлого. Коммунисты должны покаяться за то, что они угробили экологию. Коммунисты должны отдать половину бюджета на экологию в стране. Золото коммунистической партии на нужды экологии. Почему это важно для меня? Ну хотя бы потому, что множество моих друзей переехали из крупных промышленных городов, из Красноярска, Норильска, из других городов, просто спасаясь от того, чтобы не получить онкологию и ранние страшные болезни в 30 лет. Это действительно страшно. Коммунисты со мной не захотели общаться. На предложение подискутировать они ответили грубо, используя нецензурные оскорбления. Жаль, нам ведь так хотелось услышать их мнение. Ждите меня на следующей неделе с новым выпуском, а я жду от вас лайка, подписки и колокольчика. И да пребудет с вами Мать Природа!